На войне бывает три типа людей. Те, кто фотографируются около танка, те, кто дают интервью, и те, кто сражается. Вы слышите цитату, а это значит, что на канале Alex General вышел новый реплей. Всех приветствую и прошу внимания. Сегодня на карте Farmlands of the Fallen пройдет танковый миррор. На верхней позиции под синим цветом Fargo. Снизу стартует под оранжевым цветом Big Size. После просмотра попрошу вас написать комментарий, поставить лайк. Те, кто не подписался, подписывайтесь и бейте в колокол. Если есть желающие поддержать проект материально, то в описании есть вся необходимая информация. Выражаю огромную благодарность за вашу поддержку. Два мощных игрока во вселенной General Zero Hour сошли в челлендже до 7 побед. Счет на момент поединка 6-6, решающая игра. Вообще сам по себе челлендж достаточно захватывающий. Сайз вел 5-3, затем Fargo камбэкнул до счета 6-5. В итоге счет становится 6-6. И вот перед вами последняя битва, и это танковый баттл. Ну, понеслась. Два абсолютно стандартных билда от бойцов. Это два сапплая, два военных завода и электростанции. Ничего никто здесь не выдумывает. Соответственно, сейчас начинается спам юнитов, и бойцы поедут сражаться. Привел Big Size свой дозер под коробки. Будет в будущем выходить в третий ресурсный центр. Fargo, в принципе, все то же самое, только пока что дозеры стоят, просто прячутся здесь за сапплаями. Ну, можно было, кстати, бы вот этот сапплай бы заминировать, раз дозер тут стоит. Соответственно, уже какая-никакая у дозера-то будет защита. Вышел от Фарку дракон, от Сайза пост здесь повыше встал рядом с дозером, прикрывает. Справа Гатлинг, вполне возможно, это на саппалтраке. Сейчас их будет Сайз пробивать, соответственно, Фаргу будет лишаться сейчас экономики. Пост плюс Гатлинг через центр. Здесь есть пост от Сайза, но Сайз принимает решение отступить. Кстати, в домике здесь также есть ракетчики и есть Бэтлмастер, правда, он далековато, и начинается уже сражение. Тем временем Сайз подъезжает здесь Гатлингом, отменяет один саппалтрак, и вокруг сапплая раскатывает. Здесь есть Бэтлмастер от Фарго, и Фарго этот Гатлинг-то прогоняет. Дракон справа от Фарго, но здесь БМ есть, поэтому, в принципе, Сайзу этот Драгон-танк-то не страшен. Но вот хороший проход от Фарго. Заходит вперед, пост плюс Гатлинг. Гатлинг и БМ есть у Сайза, но один Гатлинг, похоже, что может сейчас просто слиться, но он пока что позади, далековато здесь он от поста, но пост все же вскроет, да, вскроет все-таки Сайз, но Гатлинг теряет БМ, вполне возможно, сейчас также будет отменен, но выходит Гатлинг, закрывает пехоту, ну и, естественно, можно закрывать Гатлинг Фарго. Еще один Гатлинг. Близко к сапплаю, но здесь есть БМ, есть ракетчик в домике, поэтому Гатлинг отменяется. Что же касаемо Фаргу, ну здесь был, да, отменен Фаргу дракон, здесь БМ от Сайза, как я ранее говорил, отконтролировал этот момент. Саппалтрак восстановленный, Фаргу продолжает добывать, продолжает спамить. Вышел в третий ресурсный, тем же самым, в принципе, и занимается Сайз и ставит пропаганду. Пока что все происходит в два военных завода, у каждого из бойцов ракетчики, явно где-то здесь был пост был вскрыт, ракетчики вроде бы как, да, отступают все-таки. И смотрите-ка, Сайз везде свою пехоту здесь рассадил, но разве что вот тут пехотинца не хватает. Но можно было бы из поста его вывести и посадить в домик, и уже границы базы все полностью под контролем. Гатлинг справа. На всякий случай, чтобы никакой красногвардейец или Лотос не пробежали, они перехватили вышку. Пока вышки никто не захватывает, вполне вероятно, что все будет происходить через Лотос. Уже есть, кстати, у Сайза казарма и выход в третий военный завод. Что же касаемо Фарго, также ставится казарма, ставится пропаганда, но третьего завода пока что не наблюдается, стоит пост для защиты. Так, а здесь тем временем перестрелка Бэтлмастеров. Можно подвести Гатлинг, помочь, все верно. И здесь я думаю, что в этой дуэли Сайз-то выйдет победителем. Да, Бэтлмастер Фарго закрывается. Еще БМ плюс дракон направо. Пока встали здесь под домиком, дальше не идут. Ну, хорошая, в принципе, здесь защита. У Сайза пройти пока что тут навряд ли получится таким минимальным количеством юнитов. Бегает ракетчик, можно посадить в дом, но тут дракон. Поэтому домик здесь не прокатит. Пост плюс Бэтлмастер гоняются за этим драконом. Ну и он отступает, но есть два БМа. Есть два БМа от Сайза. Пост можно вскрывать, ракетчиков ликвидировать с помощью дракона. Еще один Бэтлмастер подходит, и Сайз принимает решение отступать. Слева позиции также укреплены. Вышла Лотос, и начинается захват, я так полагаю. Также есть Лотос у Фаргу, тоже идет захватывать вышку. И Сайз дал свой пост на коробке. Но здесь также есть домик и от Фаргу. Пока эти коробки видны каждому из бойцов, контролируются. Но пока еще сапплай здесь никто не ставит. А Сайз тем временем прет по правому флангу, прогоняет Бэтлмастер и данк дракон. Дракон минус. Можно пехоту садить в домик, будет хороший такой укреп-защита, такая защита, точнее, будет укреп-район, даже можно так сказать.
Подтягиваются ЕЦМ танки, также есть Батлмастеры, 2 штуки, замораживается один из БМов, также замораживается Гатлинг и вроде, ну да, успевает. Успевает Сайз все-таки отступить. И правый фланг под контролем Фарго. Сверху также идут юниты вперед. Домик выселяется с помощью танка Дракона. Закрывается ракетчик, по всей видимости, но пост все-таки вскрыл. Все-таки скрыл пост Фарго. Ну и ракетчик закрывается. Можно ракетчика садить в домик. Бежит Лотос, это Лотос от Сайза. Вас вполне вероятно, что хотел Сайз подойти вот сюда к вышке. Но здесь уже также все под контролем. Есть бункер, есть Батлмастер. Да и вышку уже Фарго себе захватил. Сюда Лотосом подойти я не думаю, что будет легко. Садятся ракетчики. Справа готовится армия от Фарго. Здесь также есть Сайз. Есть у него достаточно много юнитов. И через центр пошел нижний боец. И сжигается пехотинец из здания путем танка Дракона. Подходят близко уже. Биг Сайз вполне возможно будет сейчас, да, разжигать стену огня и сжигать заранее арт-платформу. Но есть Батлмастер и Дракон. Минус. Есть труповоз. Смещается армия Фарго на центр. Сверху посмотрите, кстати, сейчас Сайз уже-то развивается. И по счету это уже 4-й ресурсный центр. Хорошая достаточно экономика. Плюс есть у Сайза вышка. Ну и в центре продолжается стычка. Вот она, та самая вышка, которую Сайз захватил. Но нужно захватывать, естественно, еще одну. Захватывается вышка Фарго. Отлично. Но, кстати говоря, никто еще пока не захватывает нефтепереработку. На центре продолжается. Продолжается баталия. Замораживается один Батлмастер Сайзу. Сайз отступает. Достаточно много здесь юнитов у Фарго. Но есть еще одна армия у Сайза. И она как раз идет со спины армии Фарго. Можно, в принципе, попробовать взять в клещи. Но тут и домик есть, как бы, я не знаю, плюс... Ну, достаточно много, в принципе, юнитов. Но и немало юнитов-то и у Сайза. Можно, в принципе, попробовать. А тут тем временем Лотос. Тем временем Лотос идет вперед. Пока остановилась возле вышки. Сайз попер по правому флангу. Здесь пост ботается с Гатлингом. Закрывается танк Дракон. И Сайз выходит без потерь. Впереди сапплай, военный завод. Но сапплай Фарго уже можно продавать. В принципе, он уже не нужен. Коробки кончились. Можно пробовать уничтожать военник. Сапплай можно, в принципе, и не трогать. А тем временем Фарго подступает, выселяет дом. И вполне возможно просто сейчас уничтожить вышку. Сайз смещается, но там всего лишь 3 Батлмастера. Но есть ведь еще одна армия. По рангу Сайз пока что впереди. У каждого из бойцов сейчас 2-й. Уничтожаются пехотинцы, минус труповоз. Смещается ближе Сайз к военному заводу. Начинается перестрелка, БМы перебиваются, по всей видимости, Фарго. Ну и военный завод сейчас просто может попасть под раздачу. Верхний боец потеряет один из своих заводов. Но пробивается почему-то сапплай, хотя надо было завод бить. Сайзу тем временем в спину настреливают. И теряет свою армию нижний боец. Фарго прет вперед, тем временем сверху уничтожается вышка. Есть армия, армия достаточно большая. Сайзу нужно опомниться срочно. Тем временем Лотос уничтожила военный завод и хотела перехватить вышку, но есть танк Дракон, и Лотос отменяется. Достаточно жаркое сражение сейчас происходит, и уже 4-й ранг у Фарго. У Сайза пока только 3-й, запускается арт-удар от нижнего бойца, и летят и мины. Рядышком здесь прям с пачкой они легли, а арт-удар, по всей видимости, летит то ли на сапплай, то ли на пропаганду, может даже военный завод. Нет, все-таки сапплай, и сапплай минус, и минус все саппалтраки. А тем временем Фарго окружает позиции Сайза сверху. Уничтожается бункер, соответственно, пехота также вся сейчас падет. Дозер уничтожен, и Сайз принимает решение распродать свой ресурсный центр, и запускается арт-удар от Фарго. Хороший домик взял Сайз, но очень много пехоты. Домик будет, скорее всего, сейчас выселяться, а арт-удар летит, да, на пропаганду. Пропаганда минус. Домик будет уничтожен. А тут еще и дракон подтягивается. Да, этот домик долго здесь не протянется. Дом минуса. Можно вот эту арт-платформу либо перехватывать, либо сжигать. А тем временем пачка на пачку начинается сверху. Прогоняет все-таки Сайз своего соперника. Фарго отступает. Отлично. Отлично, Сайз прогнал. Но Фарго закрепился сверху. Фарго закрепился сверху, поставил ресурсный и вовсю копает. Плюс еще и занял дом, и подойти сюда будет достаточно проблематично, я считаю. Вполне возможно, там просто сейчас сидит сколько? 4, да, 4 ракетчика. И просто это может быть очень большие потери этой армии у Биг Сайза. Поэтому он сюда идти-то и не решается. И просто идет через центр. Там на пути арт-платформа, но тут есть Лотос от Сайза. И Сайз тут про арт-платформу-то себя перехватывает. А Фарго тем временем прет снизу. Сжигается военный завод. Минус дозер, я так полагаю. Да, еще бы одну тычку дать, и дозер бы погиб, распродается ресурсный. И все, фланги очищены. Сайз остается... Ух ты, так ему еще и сапплай перехватили на центре.
Здесь бегает Лотос от Фарго, и она просто забрала сапплай. Сайз пришел в центр, да, минус БМ. Тут бы еще бы арт-платформу убить. Эта арт-платформа сейчас работает на Сайза. Раньше была под Фарго, и Лотос бежит. И вполне возможно сейчас еще и вышку себе Сайз перехватит. Но тут армия заходит. Заходит армия от Фарго на пути Дозер. Дозер, я так понимаю, сейчас будет уничтожен. И Сайз разделяет свои юниты. Идет отбиваться. Стена огня, сапплай распродается, но он и не нужен, нечего добывать здесь. Сапплай можно продавать, хорошо. Сайз тем временем вперед, также на Фаргу и через центр. Тут еще и дракон зашел, сжег сапплай, но до военного завода не получилось достать, к сожалению. Военный завод жив. Фаргу хорошо, конечно, работает. Успевает везде. Кстати, вот здесь снизу-то Фаргу все-таки прогоняет. И вся атака, в принципе, закончилась только уничтожением сапплая. Ну как уничтожением? Сайз его сам продал. Поэтому тут только отступать. Но тут домик. И домик достаточно мощный, я так полагаю. Сколько там? Да, там 3 пехотинца есть. Плюс есть армия. Поэтому Сайзу бы лучше тут не вгрызаться. Военный завод можно уничтожать. Юнитов у Фарго достаточно мало на базе. И перехватывается, кстати говоря, вышка. И перехватывается сапплай. Деньги ворует Big Size. Отлично. Кстати, Флуат. Флуат-то был почти 10 тысяч у Сайза. Спам, да и только. Но армия есть. Есть чем сражаться. Есть еще экономика. На центре, да, на центре ставят сапплай Big Size. Снизу можно Фаргу добывать, тут Дозер как раз таки сейчас сапплай устанавливается. А тут был перехват. Был перехват ресурсного центра, минус пост, и ставит новый ресурсный Фаргу. Но тут Лотос. Тут Лотос, соответственно, так просто тут не получится. Эми бомба залетела на центр. Залетела на центр Эми бомба, и просто сейчас замораживаются все юниты Сайзу. Так еще и сапплай здесь заморожен. Залетает ковровая бомбардировка и просто выносится весь центр. Как же тяжко сейчас нижнему бойцу. Так еще одну армию Фаргу привел. Вышка пока еще под контролем Сайза, но это ненадолго, ведь уже Фаргу привел свой Лотос. Есть также Лотос от Сайза, она уходит. Нужно помогать отбиваться на базе. Ставится ресурсный вновь от Фаргу, и Фаргу также добывает снизу. Есть юниты, есть точнее ресурсы, есть и юниты. Также можно еще и сюда ресурсник поставить, почему бы и нет, но Фаргу-то прорывается. Это мины, вполне вероятно, да, Эми бомбу вряд ли бы сюда бы Фаргу скинул. Мины рядом с военным заводом, и армии сейчас будет здесь достаточно тяжело маневрировать. Сапалтраки возвращаются обратно, добывают на дальняк, ездят. Заходит Фаргу. Аккуратно, Сайз, аккуратно на мины заходишь. Разжигается стена огня. Таким образом, я так полагаю, сейчас Сайз решил разминировать. Да, разминировать это минное поле. Ну и вгрызается. Лотос помогает, замораживает танки. Вгрызается в атаку Сайз. Пытается как-то сдержать натиск от Фаргу. Как игра же перевернулась. Ветеране давил Сайз. И не удается. Не удается. А тем временем Сайз-то зашел драконом. Зашел драконом и шок командный центр. Теперь Фаргу остается без повышения. Отлично, отлично. Нужно выигрывать это время, что-то придумывать, выходить в центр, добывать. Но тут еще одна армия. Везде по флангам Фаргу добывает. И у Фаргу также есть вышка. У Сайза вышек нет, экономики нет. Есть еще 375 флуата, но этот флуат спустится буквально за секунду. Пробивается дом. Работает эта платформа, помогает здесь отбиться, но не хватит. Не хватит огневой мощи. Минус электростанция. Мины, отлично, хорошие мины, прекрасные просто мины. Нужно бы отбиться еще от одной армии. Тем временем сбрасывается Батлмастер, но он попадает прямо под огонь домика. Плюс тут есть гадлинг, есть пост. Хочет пробить здесь Сапалтраки Сайз, но... думаю, что это будет безуспешно. Разбил все-таки армию Фаргу Сайз. Нужно уничтожать также эту. Летит арт-удар, закрывать Сапалтраки, закрывать сапплай, и уничтожили также Гатлинг. Тут 3 Сапалтрака выживают. В центре всю армию Фаргу явно разобьют. И что у нас получается? А получается что? А почему справа сапплай был потерян? Вот это интересный момент. Вот здесь я немножечко проглядел. Здесь нет ресурсного, хотя ранее он был. Бежит сюда ракетчик, на всякий случай, я так полагаю, если сюда приедет Дозер, этот сапплай устанавливает. Ну, тут ракетчик есть, соответственно, Дозер будет уничтожен. Слева Лотос стоит. Лотос достаточно интересно. Напоминаю, что бойцы не захватили нефтепереработку. Ни у кого из бойцов нет скидки на юниты. Сапалтраки поехали на дальняк добывать. Есть у Сайза армия. В принципе, у Фаргу также юниты имеются, но у Фаргу меньше флуата. Но у него есть добыча. Он добывает сейчас и сверху. Ему бы снизу бы сапплай бы поставить, уничтожить ракетчика. В центре также можно добывать, но сюда Сайз гоняет на дальняк. И также здесь есть у него юниты. Летит арт-удар. Неужели на пачку? Ух, повезло. Повезло Сайзу, не попал тут Фаргу, но ковровая бомбардировка попадает в аккуратно всю армию нижнего бойца.
И минус все юниты Сайзу. Все подчистую просто. Ну и у Фаргу юнитов-то не так много. Осталось тут 3 батлмастера, есть ракетчик, идет один только гатлинг. Ну вот еще есть юниты, нужно с чего-то спамить, я не знаю, как-то добывать. Ну вот ставится ресурсный. Полетела Эми бомба, я так полагаю. Идут 3 БМа вперед, можно военный завод, в принципе, громить. Но там есть еще одна армия от Фаргу, можно зажать, в принципе, эти танки, уничтожить. Да, это Эми бомба. Это Эми бомба, замораживается военник, казарма, один военный завод сейчас Фаргу продал. Еще один в блокировке. Идет прострел. Я думаю, что военник Фаргу потеряет, но Сайза зажали. Последние юниты Сайзу зажимают и просто сейчас уничтожат. Уничтожат все. Никто тут не выживет. Не хватит огневой мощи, чтобы отбиться. Саплай в итоге так и не построен был Сайзом. Так продолжает добывать на дальняк. Летит ковровка, и она не попадает на армию Фаргу. Уничтожается только пост и саплтрак. Но пост, по всей видимости, был пустой. Остается красногвардеец так и стоять. Дракон идет вперед, но тут БМ и плюс домик. Нет. Еще один дракон пытается пройти, но работает ЕЦМ танк, замораживает БМ и добивают. Тяжело. Очень Сайзу тяжело, а добычи-то толком и нет. Захватывается нефть и переработка. Фаргу все-таки взял себе нефть. Теперь у него есть скидка на юниты. Добыча сверху прекратилась, все, ресурсов нет. Осталась только одна вышка, но снизу дает саплай Фаргу. Где же дозер? Вот он. Дозер идет вперед, но там батлмастер, можно дозер-то перехватить. И саплай, соответственно, еще не состоится, но Сайз все. Сайз решил сдаться. По итогу счет поединка становится 7-6 в пользу Фаргу. Отличный бой покацали бойцы. Да, действительно, чаша весов качалась то в одну, то в другую сторону. И в какой-то момент даже казалось, что вроде как и Сайз задавит. Потом Фаргу начал жестко атаковать. Потом вообще какая-то равная игра, на мой взгляд, получилась. Наверное, ковровка. Ковровка все-таки здесь зарешала. Сайз потерял просто свою пачку. И сражаться-то было уже нечем. Да и экономика кончалась. Фаргу здесь оказался, конечно, куда более посильнее. И повышение положил, конечно, куда лучше. И, наверное, это и помогло Фаргу победить в этом челлендже. Ну а на сегодня это все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Генерал Алекс. И помните, что всегда из любой ситуации есть выход.